Друзья, всем привет! Сегодня наконец-таки очередная распаковка полезностей для орхидей. Вот такой вот мешок полезностей, это я накупил. А здесь вот такая вот посылка, хрупкая, друзья, вот такая посылка. Что в ней? Мы сейчас вскроем, посмотрим. Это для орхидей, друзья. Что в пакете, что здесь. Это все полезности, без которых, конечно, орхидеи смогут жить. Я уже вчера снимал видео на тему удобрений и раскрывал эту тему. В принципе, могут жить, но если мы хотим чего-то больше, либо наши условия по содержанию в домашних условиях орхидей, не совсем оптимальны для пышного, продолжительного цветения, либо наша коллекция огромная и чего-то не хватает для них, то без полезности для орхидей, конечно же, мы не обойдемся. И вот сегодня у нас распаковка полезностей. Итак, начну вот с этой посылочки. Вот с этой посылочки. Упаковано идеально. Вот. Идеально упаковано. Сейчас вскроем и посмотрим, что здесь. Вот. Что здесь. Сразу хочу сказать... Я это не покупал. Это, друзья, производитель мне прислал специально для тестирования этой полезности. Для тестирования. Поэтому мне бы, может быть, и хотелось бы назвать этого производителя. Но, как я уже не раз говорил, я не занимаюсь рекламой. А лишь только рассказываю на канале о том, что применяю на своих орхидеях и какой получаю результат. Собственно, то же самое произошло вот и с производителем вот этой вот полезности, которую мы сейчас посмотрим. Так, вот один такой коробочек. Я думаю, что некоторые уже из вас... догадались, что это может быть. Хопа, вторая коробка. Так, надеюсь, все. Ну да, наверное, это упаковка такая, да? Это упаковка. В сторонку убираю. И мы вскрываем с вами первую. Такая, знаете, это ощутимая тяжеленькая. Ощутимая тяжеленькая. Так, ну что? Где у нас тут что открывается? Ага, вот здесь. Вы будете вместе со мной первыми, кто заглянет сюда и посмотрит, что и увидит, что здесь. Хопа, хопа, хопа. Так, ух ты. Вау. О, да, друзья. Ой-ой-ой, крепление здесь. Да, друзья. Я думаю, что некоторые из вас догадались, что это такое. Это, что может быть с вилкой, вот с таким удлинителем интересным. Это, друзья, светильник для орхидей. Точнее, не для орхидей, это светильник для растений. Вот. Но как производитель... заявил, что это более такая профессиональная версия, чем те светильники, которыми пользуюсь я. Те, кто долго и постоянно смотрит наш канал, для тех не секрет, что я уже много лет использую светильники, фитосветильники для растений торговой марки Юнел. 18-ваттные, полметра они длиной. И они у меня, значит, спрашивают, у меня кремового свечения, розового, там красного свечения. Для моих глаз не очень приятно, поэтому я выбирал либо кремовое, либо белое. У меня есть и белого свечения, в другом помещении они находятся. А вот здесь кремового свечения, они здесь находятся. Так, ну что, вот такой вот светильник.
Вот такой вот, смотрите. Вот, в общем, значит, тут как? Я так понимаю, что вот за эти за два ушка вот этих вот, этот светильник подвешиваться должен над растениями на расстоянии примерно там 30 сантиметров над листьями, над поверхностью листьев. То есть примерно так и получается, что вот как у меня здесь высота полки 65 сантиметров, прибавить, что где-то примерно сантиметров 30, где-то примерно высота орхидей, сама горшка, листьев. Вот и получается, что вот эти светильники у меня юноловские, они так и висят где-то 30-35 сантиметров над поверхностью листьев орхидей. Вот. А уже сами цветоносы, видите, тянутся непосредственно к светильникам. Эти два светильника, один, ну вы так поняли, что здесь и второй. Вот. Сейчас второй посмотрим. Как вы уже поняли, они не поняли, а я вам скажу, что эти два светильника я хочу разместить на стеллаже, на деревянном стеллаже, который находится у меня в соседней комнате. До окна этот стеллаж, от окна он находится порядка 6 метров. То есть он в глубине комнаты. И примерно до часов 3-4 дня после полудня, туда свет практически не попадает. Попадает только на закате, когда солнце садится. Поэтому там круглый год работают на этом стеллаже уже не первый год. Он, по-моему, у меня там 3 года стоит, если мне не изменяет память. Это тот самый деревянный стеллаж, который мы вместе с вами делали. Я покупал все комплектующие в Leroy Merlin доступные. Он мне обошелся что-то в районе, по цене тогда еще, по-моему, все вместе 4000. Лаком покрасил. Подсмотрел я конструкцию, точнее идею на одном из маленьких каналов. Потом у нас разразился скандал. Одна из блогерш, которая заказывала подобный из таких же комплектующих у другого архамана, начала предъявлять авторские права, что только для нее этот стеллаж делали, а я своровал идею этого стеллажа и засудит, и пугала своим зятем из ФСБ там или откуда-то там. В общем, был такой скандал. Я вообще обнулился по отношению к этой всей ситуации, потому что все эти стеллажи изготавливаются в интернете, уже давно люди попридумали. И вот и мы тоже сделали. И там высота около метра. То есть, ну даже если точно быть, 90 сантиметров между полками. Там стандартные балясины от лестницы, стандартные полочки деревянные, обычные полочки. То есть все стандартное. Ничего мы не выдумали. Велосипед уже давно был изобретен. Просто мы эту идею у себя дома взяли и собрали. И прекрасный стеллаж получился. Покрасили его лаком под дуб. И, в общем, такой, знаете, прям, ну, очень-очень мне понравился. И под двери он цвету подходит ко мне. Ну, в общем, прям обалденный. Такой получился винтажный. И вот на том стеллаже у меня уже 3 года стоят юноловские тоже лампы, но 14-ваттные. Вот для того стеллажа, значит, я у производителя этих ламп объяснил ситуацию, и он мне порекомендовал, собственно, вот эти вот лампы. Для того, чтобы мы вместе с вами на канале эти лампы протестировали. Я сказал, я всегда сторонник того, что нельзя за 1 месяц сделать какие-то выводы, что по лампам, как знаете, это как в поговорке, цыплят по осени считают, что по лампам нужно, ну, как минимум год. Как минимум год посмотреть на то, как чувствуют себя орхидеи, как они, есть ли динамика, нету ли динамики. Вот, ну, это мое мнение, что примерно нужно год.
Так, а смотрите, тут интересно. Они, видите, эти ушки катаются. В общем, что могу сказать про эти светильники? Про эти светильники, значит, производитель сказал, что от того, чтобы, значит, лампа, когда горит круглосуточно, она, естественно, греется, светодиоды греются, вот они там, вот. И вот такая вот структура корпуса помогает отводить тепло. Температура 52 градуса максимально нагревается вот эта поверхность вот этого алюминия. Но, значит, что, говорит, в нескольких сантиметрах у него находится, у самого орхидеи, растения, листья цветоноса, и говорит, все нормально, никаких проблем нету. Ну вот мы с вами и тестируем эти лампы. И уже, я думаю, что к осени этого года уже будет какой-то, наверное, мы увидим результат. Хотя нет, наверное, знаете, если все будет плохо, то мы увидим сразу. Потому что буквально там через месяц, два, три орхидеи, если не хватает света, начинают заболевать. Начинают появляться болячки. Плохо идет фотосинтез, проходит. Слушайте, ну, длинный шнур. То есть вот такая вот неразборная вилка. Вот. Неразборная вилка. В общем, друзья, вот такой вот он, не знаю сколько здесь, наверное, метра два длиной вот этот. Ну, у меня у стеллажа есть собственная розетка подключенная, я предусмотрел. Кстати, кто хочет посмотреть, у нас есть плейлист на канале, который называется «Стеллаж на 50 орхидей». Вот там я этот стеллаж деревянный показываю, можете посмотреть. Но мы вместе с вами подвесим вот эти светильники в одном из следующих видео и заведем плейлист отдельно про вот эти вот светильники. И про стеллаж я резюмирую трехлетнее нахождение его в темной комнате и подведу итог использования юноловских светильников на том стеллаже. И мы переключимся вот на эти. Вот на эти вот светильники. В общем, вот такие, друзья, две полезности появились у нас. Будем тестировать, смотреть. И это все будет у нас, значит, вот это про светильники эти. У нас есть плейлист на канале, который называется «Освещение для орхидей». Вот там собраны все видео, в котором я рассказываю, какое освещение я использовал раньше, какие светильники, какие лампы. Все подробно показываю на примерах, там много вариантов. И обычные, бытовые, в общем, все. Лампы накаливания, газовые лампы, светодиодные лампы. Потом перешел вот на специальные для фитосветильники. Вот как вы сейчас видите. Вот. И вот теперь мы будем вот эти светильники. И вот все про освещение, какое, как, каким образом, все это собрано, вот все видео в этом плейлисте. Так и называется «Освещение для орхидей». В разделе плейлистов заходите на канале, заходите в этот раздел, находите этот плейлист и подробненько все ответы на вопросы, как освещаются, чем освещаются, вот, как лучше, что хуже. Все там узнаете. Я все рассказывал и наглядно все показывал. Так, а это вот крепление, наверное, прям, ну да, это крепление прям к потолку. К полке, кверху, вот как у меня юноловские прикреплены светильники, а это подвешивать, регулировать высоту. Так, все, с этими светильниками разобрались. Теперь пакет. Сегодня видео у нас не быстрое, друзья. Пакет. Заезжал в магазин, накупил полезности для орхидей. В общем, делал интригу в видео про удобрения. И с удобрений начну, друзья. Купил два вот таких вот удобрения разных производителей. Это как раз к вопросу о том, вот такие Диамофоска и
азофоска. Вот, два вот таких вот удобрения. Для чего, зачем и почему, это у нас будет в разделе по теме удобрения орхидей. Как раз таки вот вчера рассказывал я про удобрения и говорил, что орхидеи могут жить без удобрений, но они не живут без этих удобрений. Я имею в виду, мы можем не вносить удобрения, потому что они все питательные вещества в разном количестве, в разном качестве получают из воздуха и из воды, которую мы поливаем. Вот. И если качество воздуха и воды недостаточное для их жизнедеятельности, или мы хотим чего-то большего, большего и дольшего, то мы должны как бы подкармливать орхидей, а иначе никак. На дистиллированной воде и на очищенном воздухе орхидеи не живут. Я уже говорил в комментариях, отвечал, там написали мне вопрос, я говорю, ну представьте, если вы, да, орхидеи эпифитные, им не нужны удобрения, но если вы будете поливать очищенный через обратный осмос орхидеи водой, прям нулевой, без примеси, без ничего, где содержится только вода, и будут они у вас в помещении с чистым кислородом, без примеси азота, вот чем обладает воздух, да, то орхидеи погибнут. Они на одном кислороде и воде жить не будут, потому что им нужен строительный материал. Именно те элементы, которые и содержатся в окружающем воздухе, которым мы дышим, и в водопроводной воде, или в воде, которую мы берем с лужи, дождевой, талой, с колодца, из речки, из пруда. И вот чем богаче вода элементами, тем лучше чувствует себя орхидея. Ну, конечно, без живности, без патогенной микрофлоры нужно. Ну и вот, собственно, вот эти элементы. Как и каким образом и для чего, это отдельная тема, касающаяся плейлиста удобрения орхидей. А у нас тоже такой плейлист имеется. Так, дальше что? Вот такой вот пакетик. Вот такой пакетик. Это зашел в Леруа Мерлен и купил, друзья. Спасибо за подсказку. Да, кстати, только начали у нас продаваться, раньше не было. Это биоприлипатель, когда обрабатываем инсектицидами или акарицидами от клещей, либо сокососущих насекомых. Вот добавлять такую опрыскиванием, когда делаем опрыскиванием, то добавляем вот такую вот биоприлипатель, чтобы раствор не стекал, а максимально покрывал поверхность листьев орхидей и напитывал орхидею для лучшей защиты. Так, что еще? Еще маленький пакетик. Вот такой вот маленький пакетик с средствами. Какими? Так, ну вот это средство корневин, это не для орхидей, потому что он больше помогает для других растений, для роз. Это я взял для роз корневин, а вот для орхидей я взял, значит, вот такие два средства. Одно средство это фитобактерин, новиночка такая, вот я еще не видел в продаже, вот только увидел фитобактерин. А вот есть спорбактерин, вот такой еще взял. Значит, средство очень хорошее. Если попадется, я, значит, рекомендую хотя бы один пакетик взять. Сейчас заканчивается у меня на канале, я за кадром снимаю видео, серию видео про применение вот этого вот средства спорбактерин, который, наверное, года 2 назад мне первый раз попался на глаза. Я его как-то купил и все, и забыл про него. А потом мне, значит, начали писать, где, почему не применяем, где, почему. Ну, чтобы его применять, нужно предмет, на котором есть то, для чего это средство. И вот, друзья, некоторое время назад, с одной стороны, к счастью, для того, чтобы показать и снять и показать эффект работы вот этого средства, а с другой стороны, к несчастью, одна из моих орхидей, она, в общем, заболела.
с ней произошло то, на чем можно было бы применить вот это вот средство, и я его применил. И вот, значит, сейчас две стадии. Первую стадию закончил уже съемки по эффективности вот этого средства. Сейчас вторая стадия идет о полном восстановлении орхидеи. И вот как эта стадия вторая закончится, я доделаю материал и огромный такой, либо на серии разобью эту историю, либо одним большим видео сниму, это видео, наверное, часа на 2 будет или на 1,5 точно, и покажу все, что связано вот с этим вот средством. Поэтому оно было, потом пропало в магазинах. А это попалось мне, оно, конечно, не дешевое, 100, по-моему, 55 рублей у нас в магазине, вот этот спор бактерин. Не дешевый, поэтому я думаю, ну куплю, а то мало ли, потом, когда видео буду показывать, раскупит и сам останусь без сапог. В общем, вот такие сегодня у нас полезности, друзья. Вот такие удобряшечки, вот, и светильники. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока. Ой.